Приветствую всех своих подписчиков. Ну что, начинаю строить новый проект, новую печку. Но вот из этого сварочного инвертора, то, что вот мне прислал подписчик и попросил вот попробовать сделать. Ну, я в прошлом видео показывал, попробовать сделать без внешнего блока. Вот. Ну, я вот и начинаю. Сейчас распечатаю посылочку, все посмотрю, что там такое. Ну, вроде он сказал, что точно такой же, как моя парада, поэтому я тут уже не сомневаюсь, что то же самое. А конструктивно уже буду решать по ходу, потому что так специально никаких тут у меня материалов нет. И что-то конструктивно буду решать уже по ходу. Можно сказать, из подручных средств буду собирать. Что получится, сам не знаю, но что-нибудь получится. Поэтому, наверное, будет либо 2 части, либо 3, вот так вот. Потому что, ну, чтобы не затягивать это все, вот показывать, как что я пилю, я буду останавливаться на конкретных основных моментах, что и как я сделал. Вот. А дальше там уже посмотрим, что в итоге получится. Ну вот, пока так. Ну что, начинаем. Это будет как бы первая часть. Все, поехали. Вот распаковал посылочку, чтобы мне подписчик прислал на эксперименты. Ну, я в прошлом видео говорил. Вот. Ну да, точно такой же, как и я. Вот себе переделывал. Ну да, аппарат точно такой же, все то же самое. Так что, я думаю, все будет нормально. Все получится нормально и будет замечательно. Ну вот как-то так. Ну, начинаю я это все делать потихоньку. И буду вам показывать. Ну да, точно такой же. Все, так что будет нормально. Что я из себе переделывал, я показывал тоже в прошлых видео. Кто не видел, можете посмотреть. Вот ссылочка вот сверху, вот здесь вот. Там все я выкладываю туда, это плейлист по вот моим переделкам, и там все можно найти. Ну вот это полумост, это мост. Это вот я переделывал такой на полумост. А вот это вот мостовой. Ну я все показывал, рассказывал. Ну так что я все продолжаю все тут делать и потихоньку буду вам, ну, буду показывать частями. Но меня тут еще часто спрашивают, какой инвертор у меня, ну вот, я переделываю и почему я так выбираю. Но я для доработки беру либо мостовой, либо полумостовой инвертор. Вот. В принципе, принцип и вот суть как бы та же самая, что вот этот, ну, этот мостовой, вот эти инвертора. Вот. Суть переделки та же самая. Вот. А вот просто схем не найти, их обычно не бывает. Я в интернете искал, так что сложно сказать, какой именно вот мостовой, какой не мостовой. Основная масса бюджетных дешевых инверторов, они собраны, они однотактные и, ну, в народе называется это косой мост. Вот. Те не годятся. Я пробовал как-то, но получается, что очень нестабильно работает и летят транзисторы. Поэтому я и не стал даже дальше это разбираться, там причину, почему вот те так себя ведут. Вероятнее всего, что просто из-за того, что импульс однонаправленный все время, из-за большой реактивки, ну, намагничивается сердечник трансформатора, не успевает он перемагничиваться просто. Ну и все. Из-за этого транзисторы летят. Мостовые вот я себе делаю уже не первую печку, и все отлично работает. Раскрутил. Ну, все то же самое, да, все точно такой же, как и я переделывал. Просто подписчик сказал, что у него этот инвертор больше 1,5 лет лежал. Вот, я думал, что за это время что-то в конструкции может изменилось, но нет, все то же самое. Так что проблем никаких не составит это все мне тут доработать. Ну, продолжаю. Разбираю дальше, потому что тут нужно и корпус чуть-чуть порезать, чтобы амперметр вставить. Ну и вот конструктивно сейчас подумаю, как тут все это дело разместить. И буду потихонечку снимать. Ну, смотрите, что я как бы планирую. Но вот здесь вот передняя часть, тут все понятно, ну, либо так, либо вот так, как-то вот я переделаю, все это уже тут нормально. Вот чтобы
подключить сразу индуктор и трансформатор. Ну, что я вот думаю. Вот эти тут конденсаторы напаяются. Сейчас я с этого и начну как раз паять конденсаторы. Потом смещу трансформатор, проверю по напряжению. Может, придется там чуть-чуть с обмотками подумать, если не хватит раскачать индуктор. И потом все остальное буду доделать. Но вот здесь как раз вот так сбоку это все дело встанет. Вот этот трансформатор, он сместится вот на эту трубку, сюда оденется. И я думаю, что будет как раз все очень нормально. Но единственное, что придется чуть-чуть увеличить корпус, расширить. Но зато, поскольку трансформатор сюда уйдет, вот здесь освободится место, сюда можно как раз будет добавить электролитических конденсаторов. Вот. Ну а здесь, как обычно, я этот вентилятор вынесу вот сюда назад. Тут тоже место освободится, чуть сдвинется плата сюда. И тут места будет много, все можно, что-то еще будет разместить. Ну, как-то так, такие планы. Ну, вот, разбираю. В принципе, на что вот хочу обратить внимание, что, конечно, желательно его, если сварочник новый, попробовать там поварить, чуть-чуть посмотреть, чтобы точно убедиться, что все нормально. Вот, работает он. Чтобы потом не искать, где можно накосячить. Ну, я так для себя решаю. Но с этим я не стал заморачиваться, сразу разбираю, потому что нет особенно времени. Но смотрите, вот шину открутил, и вот эта шина, вот, но она силовая, да, это плюсовая. Ну, вот как она держится. Еле-еле. Тут медь с алюминием, без всякой шайб, просто вот еле-еле. Соответственно, этот сварочник бы уже через какое-то время тут бы все пригорело, и он перестал бы варить. Это совершенно точно. Ну вот так. И еще на что я хотел обратить. Ну, везде шайб нету. Через болтики дырки большие. И вот, так что я тут все равно все буду на латунь заменять. Поэтому мне так это не суть важно. Вот. Ну и вот этот тоже вот от первички очень плохо был притянут. Еле-еле держался там. Тоже там бы пригорело все. Ну, вот такая сборка. Ну, это старый, так понял, больше 1,5 лет он в коробке лежал. Но все равно. Возможно, сейчас собирают получше уже. Ну, пока так. Продолжаю разбирать все. Корпус тут, чтобы тут пилить, тоже надо разобраться. Но такие нюансы всплывают, когда разбираешь. Конечно, надо все смотреть внимательно. Ну, все, друзья, все раскидал. Вот корпус, вот внутренности, но это я потом займусь этим. Вентилятор и трансформатор. Трансформатор вот такой, вот его маркировка Т56 2828 и витки 21/4. Вот. Ну, с этим тоже буду разбираться, потом вероятнее все, что первичку надо будет виточек смотать, наверное, иначе будет, ну, не хватит раскачать. Ну, так как у меня этот трансформатор будет вот так вот сюда вставать, как раз трубка сюда влезает, я ее термоскотчем обмотаю, чтобы тут тоже ничего не коротнуло. Трансформатор будет стоять вот здесь и вот так вот слегка смещен в сторону относительно корпуса. Вот. Но это все потом. Сегодня я занимаюсь слесарными работами, значит, я корпус порежу чуть-чуть, тут болгарочкой подпилю, все вставлю, разъемы поставлю, амперметр поставлю, подумаю, как разместить. Вот. Ну и напаяю вот конденсаторы, и все вам покажу. Если интересно, смотрите дальше. И, ну, я как напаяю, покажу, что получается. Пока вот трубка 10 и медные пластинки у меня припаяны для охлаждения. Вот так. Так что с этим я потом буду разбираться, ну, уже покажу, что здесь я буду делать. Пока я хочу спаять вот это, значит, конденсаторы, и протестировать трансформатор, ну, на своем инверторе, на своих инверторах. Просто там отключу трансформатор и подключу вот этот туда, уже
вот этим резонансным контуром и посмотрю, что будет по напряжениям. Если все нормально будет он раскачивать, вот индуктор, который сюда подключится, то значит я дальше собираю этот без проблем. Если нет, тогда буду думать, что тут с обмотками, может что-то надо сделать, или увеличить число витков, либо уменьшить. Но там будет видно уже по ходу строительства. Так что это я все откладываю и начинаю паять конденсаторы. Но теплоотвод у этих очень большой, миллиметровый, медь миллиметровая, в принципе, еще к трубке припаяна. Поэтому паяльник вот такой, 100-ваттовый у меня. Вот, возможно, не хватит даже. Либо фен, буду еще феном подогревать. Ну там посмотрю, как будет паяться. Просто тут у меня уже облужено. Когда облужено, уже проще паяется. Вот. Ну, либо есть у меня еще вот такой вот паяльничек для таких вещей. Очень мощный, но и очень долго разогревается. Он тоже 100-ваттовый. Ну там он горел уже однажды. Я его перематывал. Он где-нибудь на 120, наверное, ватт. Покороче, там не хром стал. Но вот это все вот медная штуковина. И поэтому, если ее разогреть, вот эту вот медь, то она, у нее хорошая теплоотдача и очень хорошо паяет. Но только что тут, конечно, что-то мелкое паять таким жалом не очень хорошо. Но вещь полезная в быту. Ну, сейчас припаяю вот так вот 4 по периметру конденсатора. И со второй стороны также. Ну, чтобы эта конструкция держалась. А потом уже начну допаивать остальные. Вот, так что иначе никак. Ну, еще посмотрю, как оно будет все-таки это дело паяться. Сейчас паяльник греется. Так, чуть-чуть в тесочках закрепляю, чтобы первые начать паять. Вот так вот. Ну, продолжаю. Ну вот, подпаял 4 штучки. Сейчас вторую пластиночку также закреплю сюда. И потом уже буду пропаивать остальные конденсаторы по периметру. Вот, а то будет неудобно. Ну вот как-то так, вот в такой последовательности. Ну и все, потом обпою и покажу. Должно быть нормально. Потом все это нормально еще пропаяю, чтобы это хорошо тут и не отвалилось ничего, хорошо держался. Я думаю, что будет вполне рабочая конструкция. Ну, продолжаю. Ну и в таком варианте вот на пайке, когда по кругу это все не туда, вот можно было туда вовнутрь это все запихнуть, места бы было меньше. Но тут, во-первых, будет сразу видно, если какой-то конденсатор выйдет из строя, его легко будет выпаять и заменить просто. Такое случается, ну и брак деталей, ну и вообще мало ли чего. С точки зрения ремонтной способности так будет удобней и будет нормально обдуваться, охлаждаться. Вентилятор дополнительный встанет и будет нормально дуть. Если он будет вот между этими пластинами продувать, то они просто будут холодные, эти конденсаторы. Вот. Ну, продолжаем. Так, друзья, ну смотрите, горяченько. Все, запаял. Блочок. Так получилось. Что у меня тут вырисовывается сейчас? Смотрите, вот этот корпус, да, как раз вот здесь вот сбоку встает этот блочок. Вентилятор на него тоже будет задувать. А вот этот трансформатор вот так сместится сюда на бок. Вот, видите? Так. Вот так, наверное. Да? И как раз все у меня тут помещается. Очень даже хорошо. Фактически корпус увеличится вот так, чуть-чуть. Сюда. Тут у меня есть, тоже нашел вот остатки текстолита. Вот как раз под эти у меня выведется
Вот сюда прикрутится такая планочка. Пополам разрежу, небольшая, чтобы вот это вышло. Ну вот так как раз оно сюда вот помещается. Вот сюда потом прикрутится, так обрежется. Все, и сзади сделаю такую же, но вот из потоньше планочки. Нету больше у меня текстолита другого, все тоже остатки. Все, и сюда. И тут уже одной крышкой потом все это дело закрою. Пока вроде все нормально вырисовывается. Вот, сейчас замерю, какая емкость у меня получилась. Вот. Ну и потом начну резать корпус, вставлять сюда все ручки. Все, значит, здесь у меня получилось 10-18 конденсаторов по 0,3. Сейчас посмотрим, какая у этого всего получилось у меня емкость. Так, на 100 микрофарад поставили. Ну и смотрим. Видно там? Вроде видно. 5,6 микрофарад. 5,6 микрофарад. Вот у меня получилась емкость. Но она точно такая же получилась у меня. То, что я внешний блок показывал, на котором вот я в прошлых видео все тестировал. Там тоже 5,6. Ну вот у меня внешний блок, то, что я показывал, да. Тут вот так напаяно. Ну, конечно, вот такой вариант гораздо аккуратней. Это все пожестче получается. И будет нормально охлаждаться и водой, и плюс еще будет продуваться вентилятором. Ну, а это у меня тестовый такой, чтобы все тут, я на нем пробую, он у меня поэтому такой в развернутом состоянии. Вот сейчас я вам замеряю тоже емкость, чтобы не быть голословным. Какая емкость у меня здесь. Тут те же 18 конденсаторов. Ну, здесь вот 5,8 микрофарад. Тут чуть побольше. Может, я сюда допаял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Нет, те же 18. Ну, разброс у них есть. У них там 0,3 есть чуть побольше, чем 0,3. Есть 0,29. Поэтому такая там точность не очень. Но 5,6 нормально. 5,6, 5,8 разница небольшая. Поэтому на те же частоты я и буду делать индуктор. Ну, чтобы вот он сюда подключался прямо. Так, я сейчас займусь корпусом. Ну, понятно, что здесь у нее... Эту я обмотку оставляю, не буду ничего перематывать. Ну, поскольку это такой у меня, тоже можно сказать, пробный вариант. Ну, вообще, хорошо бы, конечно, перемотать на медь, на нормальную, а не вот этот алюминий, который омедненный. Я показывал в своих видео. Вот. Соответственно, когда медью перематываешь, там работает, конечно, получше. Но, в принципе, и так работает. Но нет у меня столько меди. Вот, надо все закупаться опять. А сейчас и на рынок съездить. Я раньше на радиорынок ехал и покупал там вот катушку очень за недорого намоточного провода. И из него делал лицендрат. И все нормально. Сейчас с этим проблема в связи с эпидемиями. Поэтому сижу на даче, тут вот вырабатываю все, что у меня навезено, и остатки все мои этих радиодеталей. Вот, больше потом буду экспериментировать на том, что сделал. Значит, что? Сюда добавится еще один разъемчик. Получится, можно будет вывести, значит, 4 витка, либо 8 витков. 60 вольт, либо 120. Ну, пусть будет. Здесь у меня вырежется сейчас под амперметр. Сюда. Вот эту я... Здесь встанет вместо вот этого разъема ручка. Здесь подрежется. А эти я разъемы поставлю под него. Ну, типа как вот у меня сделано было вот на этом. Ну, по образу и подобию, вот так вот я сделаю. Вот это вот мостовой у меня. Вот.
тоже полобмотки, либо полная обмотка. Регулятор частоты и амперметр. Ну и здесь все так же сделаю. Все это дело распилю, разогну. Я тут показывал, как я это делал. Вот, тоже на этом не буду останавливаться. Распиливаю, отгибаю вот здесь вот эти вот штучки. Загибаю между двумя пластинками, вот этими же разъемами я и стягиваю. И все хорошо держится и не на металле. Вот. В такой вариант, как нормально. Я все в своих видео показывал. Вот, так что смотрите, на канале там много всего у меня. Можете посмотреть, что-то, может, полезное для себя найдете. Конечно, больше уходит времени на всякие вот такие слесарные работы. Что-то подпилить, подточить, как-то подогнать корпус. Вот. А все остальное уже не так и долго. Все, разметил. Сейчас вот эти распилю пополам, потом их отогну. И на них уже поставлю текстолитовые площадки под разъемы. А здесь вот квадратик выпилю сейчас болгарочкой. Вот сюда встанет. Вот здесь вот остается еще место. Ну вот как вот на этом, да? Видите, сюда можно вывести разъем под педаль. Ну, либо еще что-нибудь вывести. В принципе, место есть. Можно как-то это дело использовать. Ну и вот здесь тоже также можно это место будет использовать. Получится вроде ничего. Не намного он станет шире. Вот так вот получается, да? Ну, с этой стороны сантиметра 2 до стенки добавится. Ну, будет как в полтора корпус. Как один, еще пол такого корпуса. Если бы был у меня такой корпус, я просто их бы свинтил бы рядом. И все. Но надо подумать, поискать. Раз я нашел где-то тут горелую плату, значит где-то должен валяться какой-нибудь корпус. Смотрите, такую же вот компоновку распайки можно и под внешний блок, как я показывал. Получается достаточно аккуратно. Трансформаторы как раз хорошо сюда садятся, все по размеру подходит. В принципе, конструкция получается очень аккуратная и жесткая. И все это будет охлаждаться водой. В принципе, и так можно вот использовать вот так вот, напаивать конденсаторы, чтобы под внешний блок, если внешний блок, либо вот то, что я сейчас буду делать, вот, я просто на один сразу трансформатор, ну, как я рассказывал в начале, на один трансформатор все вот на этот посажу, на родной, вместо этих двух, и сразу запитаю от платы. И сразу будет индуктор, не будет вот этих переходных трансформаторов. Вот. Ну, так как я делал самый первый, там 4 года назад я показывал инвертор, который просто напрямую сделан, и все. Для плавки очень хорошо подошел и нормально работает. Ну, вот такой вариант тоже может быть. Так как вот здесь, вот, допустим, вот это у меня тестовый такой. Но я тут паяю, просто чтобы проверить, какие конденсаторы, сколько их можно, трансформаторы проверить, все в таком. Но это вот такая конструкция, ну, более хлюпкая. Вот. Ну и конденсаторы здесь хуже охлаждаются, поскольку, ну, вот они далеко от трубок, даже если воду пускать. Вот. Так что вот так. Как вариант, вот этот самый оптимальный. Уже сколько я всяких разных вариантов конденсаторов паял. Вот. Получается, что вот такая компоновка самая удобная. И подойдет и под внешний блок такая конструкция. Сейчас сниму трансформаторы. Так. Ну и вот как я сейчас делаю потихоньку, вот то, что будет один трансформатор стоять. Вот так. И вот здесь вот это все будет рядышком. И в одном корпусе. И сразу сюда прикручен индуктор. Не будет внешнего блока. Но вот такая конструкция вырисовывается очень даже ничего. Ну, как говорят, если красивая вещь должна нормально работать. Вроде как получается красиво. Нравится самому. Ну ладно, продолжаю. Не люблю я слесарные работы, конечно. Это время столько отнимает. Это подпиливать корпус, что-то там, какие-то клеймы. Вот. Но зато это все
потом должно хорошо работать. Ну ладно, все, продолжаем. Такое лирическое отступление было. Поехали. Так, вот подумываю, как конструктивно решить. Решил вот это не подрезать, вот так и оставить, да, вот эту текстолитовую штуку. Я разрежу микровский корпус вот так пополам. Одна половинка встанет с этой стороны, другая половинка как раз станет вот с этой стороны. А сверху какой-нибудь площадкой я это все соединю. Потому что вот это почти по высоте совпадает все у меня. Вот так. И получится все вроде нормально. И соответственно, если здесь текстолитовый какой-нибудь или ну, не металлическое соединение чем-то, можно сюда еще будет вывести потом какие-то дополнительные приборы, вот, либо места будет еще много здесь, можно будет и конденсаторы поместить, и еще что-нибудь, но я не знаю, я тут постоянно все это улучшаю, может что-нибудь в голову еще придет и как-то конструктивно еще решу, но пока вот такой вариант вырисовывается вроде нормально, сюда вот транс там встанет, все это будет далеко от металлического корпуса, вот это, если там же вода будет, так что ничего не должно туда в электронику попасть. Вот, не конденсат, конденсат будет вниз, если вдруг там, ну и в принципе вентилятор будет продувать и будет заодно задувать сюда, на трансформатор и на конденсаторы. И получится, что с этой стороны у меня будет вот решеточка, вот с этой стороны. Ну и с этой стороны тоже вот эта решеточка у меня вот здесь вот будет. И будет нормально там воздух циркулировать. Ну, вроде как пока так, пока все хорошо получается. Так, ну что, продолжаю строить. Тут по ходу строительства чуть-чуть решил изменить. Попался мне в руки вот еще вот такая головка цифровой. Он амперметр. Косинус фи показывает напряжение. У меня такой стоит. Когда-то давно покупал, на входе у стабилизатора напряжения, ну в доме там 220 вольт, очень удобно там посмотреть, какое напряжение приходит, ну и все остальные параметры тоже. Такая коробочка, вот кому интересно, вот видно, да, вот маркировка его, я не знаю, есть он или нет, это года 2 назад я покупал, вот тоже нашелся еще один. Так что решил этот не ставить. Ну, потому что печка у меня работает где-то, ну, максимум там до 20 ампер. Но это вот предел для этого инвертора. Вот. А тут 50, ну, как-то неинформативно будет. Это, наверное, будет получше. И я сразу под него вот и разрезал. Прорезал вот здесь. Вот. И разрезал вот эти пополам. Сейчас я их отогну. И сюда поставлю текстолитовую площадочку, как раз вот ими и зажму. Вот, ну тоже покажу, как получится у меня. А вот сюда ручку выведу как раз постройка частоты. Вот. А вот здесь вот будет два разъема под напряжение, там 60 и 120. Вот, ну, половина обмотки трансформатора и целая обмотка трансформатора. Ну, как-то так. Вот. Ну и, соответственно, я тут что еще сделал? Разрезал вот эту крышку. Вот. И получится, что с одной стороны будет, да? С другой стороны, как раз вот она вот так вот разойдется. Вот здесь будет выходить индуктор. А вот здесь какой-нибудь вставочкой просто я здесь соединю. Вот. Либо, если найду что-то не металлическое, то может быть текстолитовое. Ну, что-то под рукой у меня тут нет ничего. Вот. Ну, либо какой-то металлической пластиночкой. Ну, подумаю, чем соединить, это уже другое дело. И, в принципе, получится и места там много. Можно еще будет туда что-то добавить с точки зрения, если что-то улучшать, переделывать. Вот. И будет вроде как и ничего. Ну, продолжаю строить. Вот. Так что все вроде идет пока нормально. Все, вот это вот вырезал. Сейчас тут напильничком пройдусь. Ну вот про что я говорил. Вот здесь вот я вот так вот загибаю их сюда. Вот. С одной стороны. И также потом с другой стороны загибаю. Вот сейчас самое главное начать. Они такие. Металл-то толстый.
как ни странно, у этого корпуса. Ну вот так вот. И все. А потом уже вот сюда, вот здесь еще кончики загну. И между двух пластинок текстолитовых как раз разъемами и соединим. Но я все покажу дальше. Вот сижу растачивать. Не люблю эти слесарные работы. Время отнимает много, а результат конечный получается не быстро. Поэтому сейчас это я все тут доточу. Вот этот сюда подгоню. Ну, почти вылезает уже. О, вот так вот будет. А это тоже сейчас сделаю. Ну, продолжаю. Чуть-чуть еще напильничком поработать, и будет нормально. Так, все, запихнул приборчик. Ну, классненько получается вроде. Симпатично будет. Пока так. Ну, сейчас разъемы буду ставить здесь. Все, вот место. Ну, поскольку вентилятор у меня отодвинется назад, так что, в принципе, плата, я сейчас прикину, должна поместиться здесь, чтобы вот так вот она стояла. Это настрою, а потом не влезет. Нет, тут куда зря, места хватает. Вон. В принципе, головка это не мешает. Вот, и все будет отлично стоять здесь внутри. Вот так. Так что пока процесс идет нормально. Ладно, поехали дальше. Вот, загнул. Вот так вот. И потом между двух площадок. Одна площадка сверху ляжет, а другая снизу. И клеймами уже это все прижмется и будет хорошо держаться. Я так уже делал. В принципе, на тех все хорошо держится. Главное текстолит мне найти. С этим проблема у меня тут чуть-чуть сейчас. Сейчас вот эту прикручу вот сюда. Свою пластиночку. Вот так. Так, здесь. Угу. Вот так она встанет у меня. Подальше от этой стенки и сюда. Здесь просверлю отверстие. Нарежу резьбу. Вот. И здесь тоже просверлю. И изнутри я болтиками это все стяну. Должно быть нормально. Потому что потом еще будет крышка. Крышка тут тоже притянется. И я думаю, что это будет достаточно жестко. Ну, посмотрим, что получится. Потому что строю и конструирую сразу по ходу. Поэтому как получится, так получится. И можно сказать, из подручных средств. Все, что тут я у себя под рукой нахожу, остатки какие-то, все я сюда в дело пускаю. Все, поехали дальше. Ну, сверлить буду вот этой. Ну, думаю, ровненько просверлю. Это получится у меня тут. Просто интересно, почему-то вот уровень они вот здесь вот сделали, да? Ну вот, чтобы вот так вот по вертикали ровно сверлить. Ну, наверное, из расчета стенки, что ли, сверлить. Вот, а вот такого лучше бы вот сюда крестовой шарик или круглый поставили, чтобы вертикально можно было сверлить. Но вот как-то не додумались. Но, в принципе, ладно. Понадеюсь на свой глазомер. В самый неподходящий момент села дрелька. Взял обычную электрическую такую. Ну вот ей и как раз и засверлюсь. Ну вот засверлил. Сейчас вот резьбу нарежу под болтики. И в железяке тоже просверлю и прикручу. Посмотрю, как это все будет, жестко, не жестко. Ну там понятно станет по ходу строительства. Продолжаю. Ну вот что у меня вырисовывается. Закрутил я ее. Панельку эту. Ну довольно жестко все это дело держится. Так что будет нормально, я думаю. Ну вот как-то так пока. Сейчас заднюю попробую также. Ну, заднюю придется пилить. У меня там тонкой нету такой толстой. И думать, как закрепить. Ну, по ходу что-нибудь придумаю. Да, с текстолитом работать еще то удовольствие. Все он в пыли. Ну вот. Вот так вот две пластиночки. И потом этими клеймами я и соединю.
Вот, видите? Оно вот сюда вот как раз встанет, вот так вот. Вот. И затянется гайками родными. И все, и нормально тут разъемы стоят. Вот с этой стороны вот эти ставить не стал. Но смысла нет, все равно это текстолит. Изолятор хороший. Поэтому, а гайка углами вот это чуть-чуть продавится туда и уже проворачиваться не будет. Сядет так капитально. Я так уже делал несколько раз. Все нормально получается. Так что вот так процесс идет. Правда, пылище от этого текстолита, конечно, его обрабатывать еще то удовольствие. Слесарные работы вроде к концу подходят. Самое вот, что я не люблю, вот это все, из чего-то тут выгораживать, что-то делать. Ну, вроде получается ничего. Вот смотрите, вот так. Передняя панелька. Вот регулятор сюда поставил. Вот. Так вот разъемчики закрепились. Все вот изнутри. Сейчас покажу как. Вот так вот выглядит все изнутри. Вот. Сюда шинки прикручу еще к этим, ну и к трансформатору выведу. В принципе, получается очень даже ничего. Ну, осталось что сделать? Значит, вот этот вентилятор вынести вот сюда наружу. Вот здесь вот его закрепить. Вот так. Тут место тогда внутри освобождается и лучше обдув получается. Вот, с этим делом сейчас я этим займусь. Ну и смотрите, что получается вот с корпусом. Я его разрезал. Так половинка встанет. С другой стороны вот так половинка встанет. Вот. Ну такой кубик получится больше. Как бы вот это будет электронная часть вся. А это силовая часть. И поскольку тут вода будет, я думаю, что нормально. Если даже конденсат какой-то, там что-то капать будет, он будет вот сюда не попадет. А поскольку вентилятор там с этого бока стоит, поэтому он продуваться будет так наискосок, соответственно, туда не должно ничего лететь. Ну, это так вот по соображениям, потому что конструирую по ходу дело, что-то изменяю, дополняю, может еще что-то где-то подрежу. Но вот этот блочок, вот он вот такой будет. Вот он туда встанет, здесь выйдет, насквозь он вот так пройдет. Соответственно, с этой стороны вода, а с этой стороны сюда индуктор. В принципе, должно работать. Но не знаю еще, что получится. Так, ну продолжаю. Сейчас... вентилятор закреплю здесь снаружи. Ну и, наверное, со слесарными работами уже вроде как закончил. Вроде, ну так, если где-то что-то всплывет, что-то подрезать, подкрутить, подставить, это я потом еще по ходу покажу. Так вроде все жестко. Если корпусом все это дело закрепится, будет вообще довольно прилично. Вот. Ну вот пока такая конструкция вырисовывается. Продолжаю. Сейчас поставлю вентилятор еще вот сзади. Ну этими же вот саморезами, которыми он был изнутри прикручен. Вот так стоял. Вот. Я сейчас вот так вот его перенесу сюда. Проводок сюда зайдет. Вот отсюда из зацепа убрать чуть-чуть. Вот так, сюда. И заверну с этой стороны этими саморезами, в принципе, в те же самые дырки. И будет нормально. Вот так. А потом с той стороны такими же саморезами прикручу эту решеточку. И будет все здорово. Ну вот, вроде с корпусом все. Поставил вентилятор. Вот так вот он встал. Вот. Фактически сразу в корпусе места побольше стало. А это я замотал, чтобы не болтался вот этот, не оторвались провода. Сам трансформатор токовый, поэтому это я пока так временно замотал. Вот, пока тут туда-сюда этот корпус болтаю. Ну вот вроде и все. С корпусом, конечно, намучился.
Сложно делать из того, вот из каких-то вот таких подручных вещей, что-то находишь и как-то конструктивно приходится по ходу сразу решать. Ну, вроде как вырисовывается нормально пока все. Ну, вот так. Ну что, друзья, на сегодня, наверное, все. С такой вот, со слесарной работой я закончил, наконец-таки. Конечно, это утомительно очень, это все. Подтачивать, подгонять, что-то решать. Все. Ну, в этом видео все. А следующее видео будет уже с электронной частью я начну заниматься. Вот. Так что вот вторая часть будет про электронику. Как я чего буду тут переделывать, как настраивать и как подгонять. Потому что вероятнее всего, что придется вот здесь что-то с обмоткой первички делать. Ну, чтобы достаточно было напряжения раскачки, чтобы раскачать непосредственно сразу вот этот контур одним трансформатором. Вот. Если так подключить, но я так прикинул, что если будет высокочастотная переменка здесь, ну, вольт 15 хотя бы, вот так, то должно работать. Ну, посмотрим. Соответственно, вот с этой всей частью, с электронной, я уже в следующем видео вам тоже так вот все покажу и буду останавливаться, ну, чтобы не затягивать видео, на каких-то основных моментах, что и как я делаю, вот, и что у меня в итоге получается. Ну все, на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, кому интересно, и смотрите дальше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и, соответственно, не болейте. Всем удачи. Ну и будьте по жизни позитивны. Пока.